Всем привет! Вы на канале Leomi Mast. Мы продолжаем проходить The Talos Principle 2 DLC Road to Elysium, часть в чреве бездны. И идем проходить седьмую головоломку. Вот она. Погнали! Столпник. Интересное название. Так, значит, что нам нужно сделать, чтобы пройти эту головоломку? Здесь у нас есть приятель, который нам помогает. Собственно, первое, что нужно сделать, взять его под контроль и подойти вот на эту кнопку. Потом вернуться, взять коннектор вот этот и соединить лучи. Ну, то есть послать луч туда на замок, чтобы заработал вентилятор. Нужно запрыгнуть сюда. Нас забрасывает вот на эту платформу, где мы видим, собственно, вот наша цель. Она наверху. И чтобы туда попасть, нужно сюда направить красный луч на замок и положить вентилятор, взлететь и, собственно, завершить загадку. Что для этого надо сделать? Нужно сначала слезть, взять этот коннектор, который тут есть, соединить его с тем коннектором и поставить на платформу, на кнопку. Вот. Выйти, забрать коннектор. Забрать коннектор, поставить коннектор соединенным вот таким образом, чтобы у нас продолжал работать. Хотя это не так важно, по-моему. Вот. И чтобы выпустить нас обоих оттуда. Просто. Вот. Теперь один из нас залетает туда наверх. Так, я, пожалуй, подойду поближе, чтобы потом иметь возможность переключиться. Вот. Один из нас залетает туда наверх и остается там. Второй же делает следующее. Он берет вентилятор и кладет его вот сюда, чтобы иметь возможность выйти. Выносит коннектор и соединяет его с замком и с источником. Ставим коннектор вот сюда, на платформу. Вот эту. Иначе нам не хватит высоты, чтобы беспрепятственно достигнуть замка. Заходим обратно, берем вентилятор и отдаем его нашему товарищу сверху. Взять вентилятор. Он кладет вентилятор сюда, переключается обратно на нашего товарища, который сам встает вот сюда, переключается обратно на того, который сверху, и мы запрыгиваем в вентилятор и запрыгиваем на итоговую платформу. И мы прошли загадку. Вот таким вот образом решается загадка. Отлично, осталось всего одно испытание, говорит Элохим, но я так понимаю, 8 испытаний можно пройти для того, чтобы вернуться просто обратно к друзьям, к Мелвилли и остальным. Вот у нас слева вверху есть кружочек из 8, собственно, загадок, и там открываются какие-то ворота. Но, как мы видим по карте, у нас все-таки 24 здесь загадки, то есть реально больше. И по карте 8-я загадка у нас находится за мостом между 6 и 7. Вот туда нам надо идти. Потопали решать 8-ю загадку. И слева вот она, 8-я загадка. Вот, давайте здесь вот я увидел QR-код, можно прочесть. Можно ли считать выбор выбором, если результат не узнать? Сфинкс.
Интересная философская задумка, мысль. Так, идем решать 8-ю загадку. Она называется метафора. Что у нас тут есть? У нас есть 3 преобразователя КЗС. И в первом приближении нет ничего сложного, чтобы просто 3 преобразователями пройти сквозь вот эту синюю стенку, за которой, собственно, уже стоит инвертор. Вот. То есть мы просто одним направляем туда. Не так. Одним берем синий и красный. У нас есть зеленый. Другим берем красный и зеленый. У нас есть синий, который сразу идет сюда. А другим берем зеленый и синий, направляем красный и проходим дальше. Вся сложность этой загадки состоит в том, что, имея вот эти 3 КЗС и инвертор, который вот тут стоит, нам нужно внести вовнутрь, вот сюда, за вот эту синюю стенку, загородку, второй какой-нибудь прибор. Ну, то есть, неважно, будет это КЗС, инвертор или что-то, чтобы 2 прибора поставить на эти кнопки и пройти, собственно, к решению загадки. Вот. И сделать это нужно следующим образом. Во-первых, мы ставим инвертор напрямую вот сюда. Причем желательно его так разместить, чтобы он был немножко в стороне и не сильно мешал по центру. Он открывает нам красный замок. Один из КЗСов просто соединяем с 2 источниками и ставим где-нибудь здесь. Он будет выдавать зеленый луч. Еще один КЗС мы направляем, как и ранее, из красного и зеленого в синий. Вот. Это нам откроет дверь. А последний КЗС мы им из источника берем синий и из инвертора берем красный луч. И направляем зеленый луч вот в этот синий КЗС. И ставим его внутри сразу. Вот. И теперь вот здесь у нас лучи зеленый и синий состыковываются, но только лишь потому, что у синего вот этого левого КЗСа есть зеленый оттуда луч. Но теперь мы можем убрать вот этот КЗС, и зеленый луч к нему будет идти от того КЗСа. И дверь останется открытой, и мы можем тот КЗС, который у нас в руках, внести внутрь. Мы его ставим сюда, этот забираем и ставим на 2-ю кнопку. И мы прошли 8-ю головоломку. Готово. Тебе не нужно проходить следующее испытание. Ищи место пробуждения, чтобы смочь уйти, когда тебя найдут твои друзья. Тогда ты сможешь спасти Афину. Ведь это не в моей власти. Но ведь остались еще загадки. А значит, есть еще что-то. В этом месте время не то, каким кажется. Можешь задержаться здесь. Но я не знаю, что ты найдешь, если останешься. Я нужен друзьям. Но мне нужны ответы. Что мне делать? Это не мне судить. Так, я там чуть-чуть пропустил. Есть еще что-то, что можно узнать. Ну, в общем-то, мы все сделали. И вот у нас появился круг слева вверху, где есть еще, я так понимаю, ну, я не хочу считать, собственно, 16 должно быть загадок. Вот. И, по идее, я уже могу покинуть бездну. Или продолжить искать ответы 8 из 24.
Ну, мы, конечно же, продолжим искать ответы. Вот, у нас вот здесь есть еще воспоминания. Давайте его посмотрим. Нет, не среагировалось. По голосу слышно, не так ли? Насколько я увлечен ею. Как восхищен красотой ее мыслей. Да я бы все отдал, чтобы быть с ней. Чтобы быть для нее тем, чем Корнелий был для тебя. Пока ты не вышвырнула его. Но я не могу. И все из-за тебя. Ты отняла ее у меня. Я всегда хотела лишь защитить ее, дать ей время вырасти и быть собой. Нет, ты хотела оставить ее себе. Потому что ты не доверяешь людям. Возможно, в целом ты и любишь человечество, но не индивидуумов с их недостатками, мыслями и предрассудками. Нет, для Зодчи это означает перейти черту. Вот такая вот жесткая правда от Якута. А 9-ю загадку и остальные мы будем проходить в следующем видео. На сегодня на этом все. В описании ссылки на плейлисты по прохождению всех подразделов The Talos Principle 2. Я уверен, вы знаете, что делать, чтобы не пропускать новые видео и поддерживать канал. Напишите в комментариях, нравится ли вам прохождение этой игры. Увидимся в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Камера стоп снята.